Приветствую всех на канале Кухня от Татьяны. Сегодня я покажу вам еще один рецепт. Это пирог с вишней. Вишню в этот рецепт можно добавлять как свежую, так и замороженную. Так что пирог можно готовить в любое время года. Пирог получается очень вкусный и готовится достаточно легко. Я сначала всыпаю в глубокую тарелку муку, добавляю в нее разрыхлитель и небольшое количество соды. Я не очень люблю вкус соды в выпечке, но в этом рецепте ее немного, и она практически не чувствуется. Затем в другую тарелку я разбиваю 2 яйца, сразу добавляю сахар и начинаю взбивать. Взбить надо очень хорошо, чтобы выпечка получилась легкая и воздушная. Удобнее это сделать блендером. Масса у меня немного посветлела и увеличилась в объеме. Я добавляю в нее растительное масло, соль, кефир, ванилин или ванильный сахар. И еще раз тщательно взбиваю. Духовку я уже поставила разогреваться, чтобы готовое тесто сразу поставить выпекаться. Готовая масса получилась воздушная, с пузырьками. Я в нее всыпаю муку и начинаю перемешивать с кондитерской лопаткой. Перемешивая достаточно быстро и тщательно собираю муку с краев тарелки, чтобы там не оставалось комочков. Консистенция у теста получается не очень густая. Для этого рецепта я взяла стеклянную форму. Можно взять любую, но лучше, если она будет не очень глубокая. В подготовленную формочку я выливаю тесто и начинаю выкладывать вишню. Если вишня замороженная, размораживать ее не надо. Ягоды я все выложила и ставлю пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. У меня выпекался 45 минут. Пирог получился мягкий, румяный. Я дала ему немного остыть и вынула из формы. И чтобы пирог стал совсем красивый, я посыпала его сахарной пудрой. Я постаралась не очень сильно засыпать вишню, а насыпать ее больше на пустые места. Пирог я разрезаю. Посмотрите, как он смотрится внутри. Пирог хорошо пропекся. Он получился мягкий, пористый и воздушный. Вместо вишни в этот пирог можно положить любые другие ягоды. А можно смешать, допустим, клюкву и вишню. Все зависит от вашего желания и фантазии. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Мне это очень приятно. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всего вам самого доброго. Пока.